Привет, друзья! Сегодня в Германии говорят о решении, которое может изменить имидж страны на десятилетия вперед. Канцлер Фридрих Мерц поддержал идею провести легендарный Тур де Франс именно в восточных землях. Почему это вызвало столько обсуждений и при чем здесь единство Германии? А пока политики спорят о символической велогонке, новые опросы показывают неожиданный разворот в рейтинге партий. Впервые альтернатива для Германии вырывается вперед. На фоне этого в обществе снова вспоминают Ангелу Меркель. Многие хотели бы вернуть ее в канцелярское кресло. И все это происходит в тот момент, когда Германия обсуждает отказ от перевода часов и готовится к изменениям в системе ухода за пожилыми людьми. О всех этих событиях расскажу прямо сейчас, буквально за несколько минут. Итак, канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею провести старт легендарной велогонки Тур де Франс в Восточной Германии. Речь идет о совместной заявке 3 земель – Саксонии, Саксония-Анхальт и Тюрингии, которые хотят принять начало гонки в 2030 году. Мерц направил организаторам официальное письмо, где отметил, что такой проект может стать важным символом единства страны. По его словам, старт Тур де Франс в восточных землях показал бы всему миру, что Германия современная, открытая и спортивная страна, где Восток и Запад развиваются вместе. Организаторы инициативы Grand Depart 2030 выразили благодарность канцлеру. Один из координаторов проекта, Андрес Прокоп, заявил, что поддержка со стороны главы правительства придает заявке особое значение и может стать решающим фактором в переговорах с французской стороной. Если проект получит свое одобрение, это будет первый случай, когда Восточная Германия примет старт одной из самых престижных велогонок мира. Следующая новость – одна из самых важных для политики Германии. Новая волна опроса общественного мнения Инца в Германии показала серьезные сдвиги. Партия «Альтернатива для Германии» АДГ сохраняет лидерство. Ей готовы отдать голоса 26% респондентов, в то время как блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза ХДС-ХСС получает 25%. Социал-демократы СДПГ удерживают уровень на 15%, а зеленые демонстрируют небольшое улучшение и достигают 12% поддержки. Интересный здесь эффект. Классические правящие коалиции, например, Союз ХДС-ХСС и Социал-демократическая партия СДПГ в текущих данных не способны собрать парламентское большинство. Это значит, что Германия снова оказалась перед политическим раскладом без очевидного победителя. Для канцлера Фридриха Мерца ситуация отражает тенденцию. Доверие к традиционным партиям снижается, а избиратели все чаще выбирают новые политические движения. Ситуация ясно сегодня показывает, что политическая стабильность в Германии испытывает нагрузку и требует внимания. Следующая новость связана с ностальгией немцев по политическому прошлому. Каждый четвертый житель Германии хотел бы вернуть Ангелу Меркель в кресло канцлера. Согласно опросу института Сивей, 25% граждан заявили, что им не хватает ее стиля руководства и спокойной политической линии. Особенно высока ностальгия по Меркель среди молодых немцев в возрасте от 18 до 29 лет. Почти треть респондентов этой группы выразили желание видеть ее снова у власти. В крупных городах таких людей больше, чем в сельских районах. Примечательно, что наибольшую поддержку возвращению бывшего канцлера выразили сторонники партии «Зеленые» – 52% и партия «Левые» – 61%. Среди избирателей Христианско-демократического союза ХДС, которому сама Меркель принадлежала, ее хотели бы видеть вновь лишь, внимание, 22%, а среди социал-демократов 34%. Ангела Меркель, напомню, занимала пост канцлера Германии целых 16 лет, с 2005 по 2021 год. Сегодня на фоне политических перемен многие воспринимают ее эпоху как время стабильности и уверенности. Опрос показывает, часть общества все же еще ищет фигуру, способную вернуть ту же устойчивость, с которой у многих ассоциируется имя Меркель. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии вновь оживилась дискуссия о сезонной смене времени и возможном переходе на отдельную временную зону. Согласно свежим материалам СМИ, Германия рассматривает вариант отказа от привычной практики перехода между летним и зимним временем, однако на уровне Европейского Союза
Единого решения по этому вопросу все еще нет. Суть. Европейский парламент, напомню, еще в 2019 году призвал отменить полугодовые эти переводы часов, но решение требует согласия всех стран-членов Европейского Союза. Германия, в свою очередь, обсуждает возможность закрепить на постоянной основе либо летнее, либо зимнее время, либо даже перейти к отдельной часовой зоне для всей страны. В парламенте Германии фракция «Альтернатива для Германии» уже внесла законопроект об отмене переходов и сохранении нормального времени, то есть зимнего, круглый год. Эксперты предупреждают, если Германия примет такое решение без координации с соседями, это может вызвать трудности в транспортных связях, в торговле и деловом сотрудничестве внутри Европы. Таким образом, ключевой вопрос – отменить ли перевод часов или оставить зимнее или летнее время. Или же Германии стоит действовать вместе с Европейским Союзом, чтобы избежать дробления часовых зон. Решение ожидается уже скоро и может существенно изменить привычный ритм жизни миллионов. И это только начало. В Германии начинается пересмотр помощи людям с самой легкой степенью ухода, так называемой степенью 1. Федеральный уполномоченный по уходу Катрин Штафлер заявила, выплаты на домашнюю помощь, которая сейчас составляет до 131 евро в месяц, не должны автоматически предоставляться всем. По ее словам, когда деньги идут только на уборку, а человек при этом остается неподвижным и утрачивает активность, это не полезно. Она предлагает, чтобы будущая помощь назначалась индивидуально, внимание, лишь тем, кому она действительно способствует. Штафлер отметила, главная цель этих изменений – это сохранить самостоятельность людей как можно дольше и мобилизировать их на участие в собственной заботе. Медицинская служба при определении нуждаемости должна будет не только фиксировать факты, но и давать рекомендации, например, включать активность и физическую нагрузку в планы поддержки. Пока не стоит речь об отмене самой степени 1, но основная дискуссия идет о том, каким образом должна быть организована господдержка. Сотни тысяч людей с таким статусом сейчас ждут разъяснений, сохранятся ли прежние льготы или система изменится на более адресную. А дальше еще интереснее. Канцлер Германии Фридрих Мерц наблюдает, как его союзник по правительству партия Социал-демократическая партия Германии, СДПГ, переживает серьезный кризис. Он отметил, что положение партнера остается сложным, но изменить ситуацию пока не удается. Партия СДПГ под руководством Ларса Клинваля теряет доверие избирателей. По словам Фридриха Мерца, она сейчас переживает трудный период и не демонстрирует четкий политический курс. При этом альтернатива отсутствует. У канцлера нет просто-напросто другого надежного партнера. Коалиция с СДПГ остается единственным вариантом. Мерц находится в сложной политической ситуации. С одной стороны СДПГ с пониженной поддержкой, с другой партнеры, на чью поддержку он рассчитывает. Руки связаны, признает он, понимая, что политический маневр ограничен. Эта ситуация ставит под вопрос стабильность коалиции. Мерц хочет назад силу и ясность, но перед ним сейчас партия, которая потеряла ориентиры и нет готовой альтернативы. Политическая ситуация в Германии остается неоднозначной, и канцлер учитывает множество факторов при принятии решений. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.